Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти, познавательные статьи о потустороннем мире и даже мини-влоги о моей жизни вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Сегодня я реализую ваше решение из голосования в телеграм-канале и прочитаю вам лекцию о домах и архитектуре в жизни после смерти. Вы узнаете, как эти дома появляются на том свете, благодаря чему существуют, как строятся, распределяются, выбираются, что в них есть и много другой интересной и полезной информации. Начнем. Среди живущих распространено заблуждение о том, что никому не известно, как все устроено на том свете, и любая информация об этом лишь выдумка и домыслы ее авторов. На самом деле это, конечно, не так. К сегодняшнему дню человечеством накоплен огромный массив данных об устройстве потустороннего мира, полученных из-за так называемой последней черты. Ссылки на качественные источники этой информации, научные исследования, изыскания и доказательные эксперименты вы можете найти в уже упомянутом телеграм-канале, а также любой нашей книге из цикла «Жизнь после жизни есть, я знаю». Совпадения и согласованности в этих данных, малое количество или даже полное отсутствие в них противоречий, независимо от их автора, от способа, года и места их получения, выступают доказательствами истинности этих данных или, как минимум, максимальном их приближении к реальности. Не исключением являются и сведения о наших домах и других постройках в изобилии имеющихся на том свете. Мы уже разбирали ранее, как возможно существование в тонком мире чего-то материального, плотного и осязаемого для его обитателей – домов, предметов, тел и так далее. Поэтому здесь и сейчас я не буду повторяться на эту тему, а адресую зрителей и слушателей к соответствующим лекциям этого YouTube-канала и публикациям Telegram-канала, которые ранее уже и дали подробные и уверенные ответы на этот вопрос. Если хотите разобраться основательно, обратитесь к этим материалам. А сейчас вот о чем. Мы не мозг, не скопление клеток, не тлеющее с момента рождения тело. Мы – личность, сознание, живущее в зависимости от физического тела лишь несколько десятилетий по земному исчислению, а все остальное время существующее в виде бесплотного духа. Поскольку здесь, на Земле, дом – неотъемлемая часть нашего существования, неразрывно связывающаяся с нашим сознанием и ассоциирующаяся им как неотъемлемая часть существования, дома сохраняются и на том свете. Ведь смерть сама по себе не меняет личность, ничего у нее не забирает и ничего к ней не прибавляет. После смерти мы остаемся все теми же Пашами, Данями, Машами, Петями, Галинами и Ленами. И раз мы привыкли жить в домах, логично, что и на той стороне наше сознание, наша мысль, творит для нас дома и всю соответствующую в них обстановку. В других мирах, где обитающие в них существа живут, например, в пузырях из сахарной ваты, такие же дома, соответственно, они имеют и в их загробном мире. Совершив великий переход, называемый смертью, человек лишается физического, биологического тела, всю земную жизнь накладывавшего ограничения на функционал сознания, и обретает, а вернее будет сказать возвращает,
Способность легко, быстро и просто воплощать свои мысли, создавая из них вполне материальный мир вокруг себя. Многие после перехода вынуждены даже учиться контролировать сознание, которое, будучи освобождено, начинает в автоматическом режиме воплощать сразу все желания, страхи и тревоги, которыми заполнен внутренний духовный мир, загоняя своего владельца в мир иллюзий и фантазий, из которого его потом с большим трудом эвакуируют духовные наставники и посланники Господа. В религиях это называется мытарствами, и мы еще обязательно поговорим на эту важную тему подробнее и узнаем, как после смерти избежать этих самых мытарств. Сейчас же важно запомнить, что обучение контролю над своим сознанием – важнейшая часть нашего существования на всех его отрезках, биологических и духовных. Именно таким же образом, благодаря его внутреннему миру, у развоплощенного духа на том свете появляется и дом. Мы привыкли к тому, что как воплощенные существа обитаем в домах. Поэтому ничего удивительного в том, что наше сознание творит для нас дом и на том свете, нет. Качество и красота этого дома может быть разной, в зависимости от достигнутого за время воплощения на Земле духовного уровня и постоянного места жительства, определенного для перешедшей души, высших, средних или низших сфер духовного мира, или, если по-привычному, рая и ада. Развитые души, наполненные светом, добром и любовью, оказываются притянуты в соответствующие их духовным ценностям миры, которые населяют близкие их уровню духи. Такие миры состоят из прекрасных городов, сказочных поселков и уютных деревушек. Наши дома в таких мирах – это великолепные дворцы, виллы, домики и коттеджи прекрасной архитектуры, наполненные замечательными вещами, мебелью и обстановкой, вызывающими самые позитивные эмоции. В них, конечно, нет золотых унитазов, шубохранилищ и шестов для стриптизерш. Их внешнее и внутреннее великолепие является отражением высокого духовного уровня их обладателей и развитого вкуса. Обитатели низших миров, притянутые туда своими низменными ценностями, злобой, ненавистью, завистью и прочими, живут в убитых лачугах, холодных сараях, землянках и шалашах. И, как всегда, напомню, что происходит это не потому, что их кто-то наказывает, а потому, что их духовный уровень строит для них вот такие обиталища. Такие люди могли иметь на земле огромные дворцы, склады золота, шелков, бриллиантов и все, что только можно было купить за деньги. Но дух их остался пуст, невежественен, сер и уныл. Он не исполнился истинных ценностей любви, добра и неравнодушия. Поэтому после смерти бренного тела и ухода с земли ничего, кроме убогого сарая, на том свете воплотить не в состоянии. Осознав свои ошибки, приложив усилия и усердие к духовному развитию, низшие сущности могут покинуть свои убогие жилища и тоже переехать в прекрасные виллы на побережье моря в высших духовных сферах. Для этого им предоставляется вся возможная помощь и поддержка со стороны сил света. Остается только признать свои ошибки, отринуть их и отправиться по пути их исправления и духовного совершенствования. Еще здесь, на Земле, мы видим, что очень небольшое количество людей способно совершить такой поступок. Оттого и наш мир, и потусторонний наполнены несчастными и злобными гремлинами, которые отказываются от развития и предпочитают прозябать в духовных лачугах. Но обратите внимание, это их личный выбор. Никакого мстительного бога, никаких архангелов, обрекающих их на это, не существует. Наоборот, наш истинный Отец всеми силами пытается эвакуировать их из той тюрьмы,
куда они себя сами загоняют. Нет никаких наказаний и кар. Все, что случается с человеком в результате выбора, который он делает, это его закономерные последствия. Важно понять краеугольную истину, что последствия и наказание или награда – это совершенно разные вещи. Откуда же берутся духовные города и поселки, о которых так много написано в литературе, если наше сознание творит собственный мир? Это вызывает непонимание среди воплощенных жителей Земли. Но на самом деле все просто. Личное, индивидуальное сознание творит отдельный дом для его обитателя. Коллективное сознание творит общие миры и притягивает духов плюс-минус одного уровня к ним и друг к другу. Поэтому там, где кучкуются малоразвитые духи, возникают мрачные и безжизненные города убогих построек и полуразрушенных сараев. Где собирается коллектив одухотворенных, добрых и неравнодушных духов, исполненных любви, появляются великолепные города с сияющими зданиями прекрасной архитектуры, изумрудными улицами, цветущими садами и божественными парками. Подобное притягивается к подобному и вместе творит вокруг себя подобное же. Помимо описанных возможностей сотворить для себя дом своими мыслями и соответствиями своего сознания окружающей реальности, дух, прибывший на тот свет после завершения жизни на Земле, судя по обобщенному массиву данных, имеет возможность поселиться в уже готовом доме, построенном до него другим духом и освободившим его по той или иной причине, например, в связи с переездом в более высокие сферы. Некоторые получают дома в дар от высших сил, наставников и других представителей более высоких уровней. Разумеется, есть на том свете и духи, специализирующиеся на строительстве домов, разнообразные архитекторы и прорабы. Своим коллективным мысленным усилием они могут построить невероятно великолепный дом для обратившегося к ним за помощью духу или возвести архитектурное произведение искусства и установить его в городе для удовольствия всех проживающих в нем. Как и со всем остальным, домостроительных возможностей в потустороннем мире огромное множество, и они ничем не ограничиваются. Все зависит только от самих продолжающих свой жизненный путь духов. Основная же суть данной лекции состоит вот в чем. Каждый сам для себя выбирает жизнь, которой он будет жить, и обиталище, в котором он будет обитать. Это справедливо в любом мире, в любой жизни и в любом измерении. На Земле вы можете жить в крохотной однушке, но благодаря вашему внутреннему миру и внутреннему миру тех, кто живет в ней вместе с вами, в этой однушке всегда будет тепло, радостно и уютно. Незримо, духовно, она будет представлять из себя прекрасный дворец. Выходя из нее, вы будете помогать другим и делать их счастливыми. Затем, возвращаясь в свой дом с еще большим количеством любви и тепла, пристраивая к этому духовному дворцу все новые и новые великолепные комнаты и наполняя их замечательной обстановкой. Соответствующее жилье вы логично и обретете после того, как ваш биологический отрезок жизни завершится. А можете отринуть все доброе и честное, пойти по головам, украсть миллиард, купить огромный дворец, завалить его золотом, но в нем будет холодно, одиноко, безвкусно и безжизненно, а ваша жизнь будет приносить другим лишь боль и страдания. Выглядящий как дворец в земном мире, духовно он будет представлять собой полуразрушенную лачугу. Закономерно таковым ваше жилище будет и после смерти. По какому пути отправиться, на что употребить данные Богом и равные для всех возможности и инструменты, решать только нам самим. Как и нам самим затем разбираться с последствиями своего выбора.
Но я абсолютно уверен и ни капельки не сомневаюсь, что каждый из нас рано или поздно, но обязательно сделает правильный выбор, и непременно настанет время, когда все мы будем проживать в прекрасном, замечательном и цветущем мире, наполненном исключительно великолепными домами, городами и поселками. На сегодня это все, дорогие друзья. Не забудьте про наш Телеграм. Там интересные публикации продолжаются постоянно, круглосуточно, без обеда и выходных. Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.